Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами 4 варианта пошива блока песочные часы. Первый вариант. Возьмем два квадратика. Один положим лицом вверх, второй на него лицом вниз. Рисуем по центру диагональную линию, вдоль которой мы будем прокладывать строчки. Ширина припуска 0,6-0,5 мм. Это все зависит от того, как у вас настроена швейная машинка. После того, как мы проложили строчки, разрезаем по нашей нарисованной линии. Если у вас нет мата и роликового ножа, это вполне можно сделать ножницами. Затем расправляем наши полученные уже двуцветные квадратики. Можно их отутюжить, но можно и расправить просто пальцами. В принципе, сейчас это не так важно. Затем мы накладываем снова лицом к лицу. Цвет должен отличаться. Темное на светлое, светлое на темное. Если вы правильно разгладили припуски, то у вас должен получиться замочек из швов. Это поможет вам ровно сшить. Теперь прочерчиваем диагональную линию перпендикулярно первой. И также прокладываем вдоль них две строчки. Разрезаем полученную деталь и разворачиваем. Вот у нас получилось два блока песочные часы. Второй способ. Мы берем 8 квадратиков. Складываем из них 4 квадратика вместе и сострачиваем их. У нас получилось две вот такие заготовки. Теперь накладываем одну на другую лицом к лицу. Совмещаем замочки. Можно сколоть булавочкой, чтобы ничего не убежало. И прострачиваем наш квадратик по периметру. И разрезаем его по диагоналям. Разворачиваем. И вот у нас готово 4 блока песочные часы. Третий вариант. Для третьего варианта я взяла 16 квадратиков, но это может быть сколько угодно квадратов, в зависимости от размеров. Такой маленький блок я собираюсь сделать только потому, чтобы его хорошо было видно на видео. А так вы можете сложить целое одеяло из этих квадратиков. Складываете их, выкладываете будущий рисунок. И сострачиваете в единое полотно. Вот такой блок у меня получился. Теперь этот блок мы также разрезаем по диагонали.
Теперь отступаем от первых линий одну клеточку целую и разрезаем параллельно предыдущим разрезам. Обратите внимание на то, что клеточка должна быть целая, а не пол клеточки, иначе вы просто нарежете полосы из треугольников. Вот так мы разрезаем заготовку, а теперь мы можем менять местами, либо поворачивать наши блоки, чтобы у нас получился новый рисунок. Также очень красиво будет смотреться, если между получившимися блоками вставить контрастные полосы. Вот такой вариант у меня получился. Я просто сострочила, не стала вставлять полосы, чтобы показать вам. А вот и четвертый вариант. Это двухсторонний блок шитья вручную. У него все края закрытые получаются. Этот блок сегодня мы с вами шить не будем, так как по этому поводу будет отдельное видео с блоками, которые все будут сшиты вручную. Вот вы их видите, квадраты, прямоугольники и даже треугольники можно сшить двухсторонние с закрытым срезом. Смотрите мои видео. До скорой встречи!